Пацаны, я нашел книгу руководства для инцелов. Это было неминуемо. Я имею в виду эти комменты под видео о моем опыте пребывания в секте кришнаитов. На самом деле их было немного, или мне так показалось, потому что все они содержали всего два аргумента. Первый. Ты попал к каким-то не тем кришнаитам, не таким, у нас все хорошо, идеально. Нас кормят, поют, туалетную бумагу выдают по расписанию. В связях порочащих не замечены. Аминь. Но это не удивительный аргумент от людей, находящихся в секте. Я сам такой был, и разница между нами в том, что я на их месте был, а они на моем еще будут, если повезет, конечно. Второй аргумент, более агрессивный, вероятнее всего, от истинных кришнаитов. Звучит он так. Ты в невежестве. Сколько лет в секте, а философию не понял. Это обычный кришнаитский спич. Вы все в невежестве, а мы умные и самые просветленные. Стоим в белом пальто красивые. Ничего нового, ничего необычного, и я даже готов с этим согласиться, но тогда вам, господа, придется согласиться с тем, что ваши просветленные гуру дают инициации всем подряд, даже тем, кто не изучал философию. Договорились? Ну вот и славно. Не забывайте о том, что бы с вами ни случилось, это так Кришна захотел. Как говорил директор кришнаитской хрючевальни, в которой я работал, он это говорил после того, как рандомно увольнял людей без предупреждения. Так захотел Кришна. Я хочу. И это видео отработка ваших карм, которых нет, кстати. Напоминаю просто для тех, до кого долго доходит. Да, этого видео могло бы и не быть, если бы не комментарии. Писали в основном женщины, и это ничего не значит. Никаких выводов на основе гендера тут не будет. Пусть такие выводы делают их недалекие гуру, которые любят апеллировать к полу как к индикатору поведенческих норм, буквально выстраивая с последователями женского пола абьюзивные отношения типа «женщины говно, но они такие великие и святые, значит не говно, но все равно говно». Да, гуру очень много дифирамб поют женщинам об их великом предназначении, но эту сторону мы здесь рассматривать не будем, конечно, ибо нас интересует преимущественно говно всякое. Да, все это было бы весело, если бы не было так грустно от того, что женщины настолько себя не уважают в секте Искон, что готовы защищать философию, которая откровенно говорит о том, что рождение женщиной – это рождение более низкого порядка, нежели мужчина. Нет, вы в писаниях этого нигде не найдете, это от себятины гуру. Я это слышал неоднократно. Что самое забавное, от самих женщин. Они реально говорили, мол, мы нагрешили, поэтому родились женщины. Для ознакомления я нарезал вам кришнаитских гуру на эту тему, чтобы вы примерно понимали, о чем тут речь. А попозже мы обратимся уже конкретно к главным книжкам и почитаем этот кринж вместе. Ну так они же хотели, чтобы мы все разобрались в их философии. Не вопрос, разберемся. Они думают, что женщину нужно показывать на телевидении, на сцене, как модель, чтобы все смотрели на нее. В культуре духовной так не поступают с женщиной, на показ не выставляют. В ведах не выставляют женщин на показ, говорит он. Ребята из прошлого все никак не могут смириться с тем, что женщина сама может себя выставить куда угодно по своему собственному желанию. Да, я активно буду придираться к словам, потому что хочу. Я хочу. А когда она выходит на публику, публичная женщина, она становится причиной разложения. На нее начинают смотреть как на объект чувственного наслаждения. Опять 25. Опять женщины виноваты, что на них смотрят. И посмотрите, как филигранно он избегает уточнения, кто же на нее смотрит. На эту женщину. Здесь нужно было бы сказать, мужчины, которые не могут контролировать себя в связи с низкой социальной ответственностью, смотрят на нее как на объект вожделения. Била. В ведах запрещено белье показывать, во-первых, свое грязное. Ни в коем случае. Даже если его постирали, мужчина никогда не должен видеть. Никогда женщина не должна краситься в присутствии мужчины. Никогда. Никогда не должна появляться перед ним в неухоженном виде, да, в каком-то халате с дырами там или еще что-то такое. Ну, в простынях бегать по улице – это норм, поверх дырявых кальсон. Все, заспанная тут, гной в глазах, бегуди. Такая, Элита, поэтому вы знаете, что в древности была женская половина и мужская. И женщина выходила всегда как цветок к мужу. Никогда муж не видел, как она красит. Она всегда красивая выходит. Этот чел свалил из Искона из-за какого-то там скандала, но это не важно. То, что он несет, вполне соответствует их философии. Поэтому очень многие кришнаиты до сих пор его слушают. Я даже знал одну личную девушку, которая вот это вот все слушала. И делала так, да. Но при этом, если вы еще открыли что-то пониже, у меня к вам вопрос. Куда мужчина будет смотреть? Потому что там исходит сила, попытайтесь понять, сила исходит. Сила, которая заставляет смотреть вниз, тупо. Я помню, я сидел в одной парте с девочкой, и у ней как бы ножки были выше колен. Потому что мне не важно было, какая у нее была юбка. Понимаете, о чем я говорю или нет? Нет. Когда мужчина привлекается нижними частями тела, то в контакт вступают нижние центры. Поэтому, когда женщина открывает свое тело, она лишает себя возможности встретиться с тем, кто будет верным мужем. Потому что я чувствую, что я уже вам надоел, наверное, нет? Да. Интересно, как веды описывают разумных, неразумных женщин. Веды говорят, разумные женщины ставят себя ниже своего мужа и находят недостатки в себе.
Ладно, там у него очень много дичи на самом деле. Можно буквально каждую фразу как мем использовать. На серьезных щах смотреть это не рекомендую, потому что может потечь колпак. Женщина ведет себя мудро, если она, скажем, превосходит мужа в чем-то, духовно, допустим, тогда она дает ему наставление не прямо, а через вопрос. Например, вот я там слышала то-то, прочитала то-то, что ты думаешь на этот счет? Какое твое мнение? Скажи. Я не все понимаю здесь. У меня бывшая так делала. Тоже поклонницей была этой философии. Она действительно полагала, что я не замечаю то, что она пытается мне втереть какую-то дичь. Это так раздражает, если честно. Да скажи ты прямо. Я тебя просто пошлю, и все. Женщина должна ходить в женской одежде. То есть женская одежда – это женская одежда. Юбка – это женская одежда. Юбка – это женская одежда? А это что? Полуюбка? Как насчет Иисуса? Он вообще в платье и с бородой? Норм, нет? А вот это что? А это? Штаны – это одежда не женская. Даю такой коммент. Вот я мужчина, например, я могу сказать, что женщины в юбке красивее выглядят. Красивее. Ладно, это уже душнило мод. Очень-очень-очень мало женщин, которые в штанах действительно выглядят красиво. Схожу и смотрю, думаю, ну господи, ну может хоть кто-то тебе скажет, что ты не ходила в штанах. Это невыносимо. Ты же только привлекаешь, ну я не знаю, каких-то полуадекватных там кавказцев, ну что-то такое. То есть это некрасиво даже. Я бывший спортсмен, я служил там, где тебе лучше не знать, где я служил. Я видел такое, что лучше тебе не видеть. Если я захочу тобой овладеть, поверь, тебя не спасет ни юбка, ни штаны, ни железобетонные штаны. Это так, с виду я розовый и пушистый. Поэтому ничего, мужчины ничего не придумали. Это не юбка, я просто верующий. Поясни, пожалуйста, за кришнаитские юбки. Или это другое? Почему женщины век Кали так эмансипируют? Потому что очень сильная деградация мужчин произошла. Очень сильно. То есть женщины эмансипируют только тогда, когда мужчины деградируют. Результатом деградации мужского населения произошла эта эмансипация женская. О как! Эмансипация случилась из-за того, что мужчины деградировали, а не потому, что женщины годами боролись за свои права. Удивительно рядом. Я удивлен, что такие необразованные люди транслируют свои мысли на широкую аудиторию и привлекают кучу последователей. Деградация действительно случилась. Если вас еще не стошнило, то мы приступим к обзору книжки. Но сначала дисклеймер. Прошу учесть всех тех, кто изучает так называемые веды вне секты, для себя, скажем так. В этом видео будут приводиться отрывки из индийских писанин в переводе Шрилы Прабхупады. Поэтому, если у вас там что-то другое, радуйтесь и отстаньте. Короче, Прабхупада — это индийский дед, который основал секту Искон в бородатых годах в США, превратив тысячи наркоманов и хиппи в сектантов. Это ли не чудо? Нет, это не чудо. Это называется промывка мозгов. Лучше ли для наркоманов то, что они стали сектантами? Не знаю. Ну, во всяком случае, они перестали употреблять. Хотелось бы сказать, что чем меньше мозг, тем легче его промывать. Но я так делать не буду. А то получится, что я тоже тупой, раз попал в секту. Мы подобных высказываний не можем здесь допустить. Мы. Не стану утверждать, что дед делал это ради денежной выгоды, скорее всего, он в это верил сам, что на самом деле еще грустнее. Итак, Шримад Бхагаватам 6.18.42. Заботясь о себе, женщины разыгрывают любовь к мужчинам, но на самом деле они никого не любят. Женщин считают образцом святости, но ради личной выгоды они готовы убить или оберечь на смерть собственного мужа, сына или брата. Вот так вот с козыря захожу сразу, и целы могут сразу аплодировать стоя. Оказывается, женщины у нас фактически не люди, так как они не умеют любить. Все бабы продажные, шкуры. Это я перевел вам на современный язык священное индийское писание. Поблагодарить можете в комментариях. Или донатом, кстати. Той самой духовной Индии, которая в топе стран по количеству насилия над женщинами, в том числе с летальным исходом. О как! Это только по данным количеству обращений. Если учесть, что в Индии изнасилованная женщина сама же и виновата, то логично предположить, что случаев в разы больше. Забавно, что кришнаитки закрывают на это глаза и ежегодно тратят кучу денег, чтобы посетить духовный центр мира – Вриндаван, чтобы посмотреть на грязных индусов, понюхать канализацию и побегать босиком по мусору под снисходительные улыбки местных жителей. Тратят кучу денег. Просчитались. Но где? Да, для Индии это неплохое такое финансовое вливание извне. Да, именно поэтому СНГшных кришнаитов особенно так любят в Индии. Ну как там с деньгами? Я познакомился с сектой в Японии, и храм вот этот вот индуистский посещало очень много индусов. Настоящих. Я знаю, что правильно говорить индийцы, но они индусы, потому что они хинду, ну вы поняли. Короче, неважно, все равно будут индусы. Так вот, это дало мне четкое понимание того, что большинство индусов, исповедующих индуизм, шиваиты. Сюрприз. Впрочем, в индуизме так много ответвлений, как у любой большой секты, так что не уследишь особо. Я был во Вриндаване, кстати, и в Майпуре тоже. Меня впечатлило многих диких обезьян, которые совокуплялись на фоне у умничающего гуру.
А еще там был голый мужик. Это такие типы, которые ходят без одежды, потому что они чересчур духовные. Ну тут без осуждений, конечно же. Жарко все-таки. Чтобы у вас отпало желание ехать в Индию, расскажу историю, которая произошла по пути в Майяпур. Нас забрал на тачке человек-индус из Искон, и ехали мы в ночь из аэропорта по темной дороге, без фонарей практически. Ехал он на огромной скорости и сворачивал на поворотах, не снижая ее. Сказать, что я обосрался, ничего не сказать. Но кришнаиты тут обычно говорят, что это испытание, которое нужно пройти, чтобы попасть в святыню. А сейчас адекватная трактовка. Это отсутствие цивилизации и избыточного интеллекта у местных жителей. На дороге за нами увязался какой-то черный джип. Я говорю джип, потому что это была машина, похожая на джип, которая такая большая машина, короче говоря. В общем, я не разбираюсь в тачках, поэтому я буду говорить, что это джип. Джип пытался нас перерезать на дороге. Водитель начал кому-то звонить, мы начали волноваться еще больше. В итоге водитель вообще остановил свою тачку на обочине, и мы начали орать ему, что он, мягко говоря, не прав, надо ехать дальше. Джип тоже остановился прямо перед нами. Это что-то типа фургончика было, или газели, наверное. Но я продолжу называть это джип. Итак, задние двери распахнулись, и оттуда вывалилась толпа мужиков-индусов с палками. Сказать, что я обосрался второй раз, ничего не сказать. Вероятнее всего, это был уже 5-й раз. Далее все как в тумане. Я, честно признаюсь, уже попрощался с жизнью, поэтому плохо помню, что происходило между этим моментом и моментом, когда они точно так же, как в обратной перемотке, засунулись обратно в свой фургон и уехали. Вроде как один из них говорил с нашим водителем, возможно, тот что-то сказал, может, обозначил свою крышу или что-то вроде того. Короче, суть такова. Если сильно хочется духовность, купите упаковку скрепок. И да, там реально жгли труп на берегу Ганги. Вот прям реально жгли реальный труп. Отдельного видео про Индию, конечно же, не будет. Про Корею еще можно как-то порофлить. Все-таки цивилизация. Но Индия — это прям вообще мрак. Даже вспоминать противно. Итак, вернемся к отрывку, который сам по себе жесть, но с комментариями деда приобретает невероятные дополнительные нюансы. Не следует считать все сказанное выше попытками порочить женщин. Это лишь результат практического наблюдения за их природой. Подобные естественные наклонности женщин или мужчин проявляются только в тех из них, кто находится во власти телесных представлений у жизни. Однако, возвышаясь духовно, и мужчина, и женщина способны полностью избавиться от отождествления себя с телом. Судя по всему, бедняга так и не смог этого сделать, так как продолжает говорить о женщинах «они». Мы должны видеть в женщинах лишь вечные души, чье единственное предназначение — приносить радость Кришне. Смотрите, как он апеллирует к аудитории. Мы должны видеть в женщинах души. Это он предполагает, что женщина не будет читать его писанины, потому что, видимо, не смогут. Кого-то он мне напоминает. Мне говорят, а женщины такие же умные, как мужчины. И я даю опровержение по сути. Не следует считать все сказанное выше попытками порочить женщин. Это лишь результат практического наблюдения за их природой. Звучит как «не обижайся, но ты говно». Я читал. Мне иногда пишут: ты выглядишь как пи***, без обид. Ну ладно, без обид так без обид. Одноклеточный уеб... мамку твою. Без обид. Шримад Бхагаватам 3.31.40. Сотворенная Господом женщина является воплощением Майи, и тот, кто общается с этой Майей, принимает от нее служение, должен знать, что идет по прямой дороге к смерти, как человек, на пути которого попался заброшенный и заросший травой колодец. Майя — это типа материальная природа, которая совращает, искушает, вводит в иллюзию. Короче, что-то вроде сатаны ссаного. Сатанисты, извините, я не хотел задеть ваши сатанинские чувства, вы лапочки, а кришнаиты какашки. А теперь комментарий деда. Пожалуйста, приготовьтесь. Я обращаюсь к женщинам. Будьте готовы. Я серьезно. Берегите пуканы. Пуканы берегите. Порой заброшенный колодец зарастает сверху травой, и беспечный путник, который не подозревает о его существовании, падает в этот колодец, где его ожидает верная смерть. Аналогичным образом, общение мужчины и женщины начинается с того, что мужчина позволяет женщине служить себе, поскольку женщина создана Господом специально для того, чтобы служить мужчине. Принимая ее служение, мужчина попадает в западню. Если он недостаточно разумен и не понимает, что женщина — это врата ада, он будет свободно общаться с ней, не боясь никаких последствий. Поэтому тем, кто стремится достичь трансцендентного уровня бытия, рекомендуется избегать такого общения. Не говоря о том, что автор оригинальной писанины, а это тоже мужик, конечно же, сравнивает женщин с заросшим травой колодцем, исходя из своего личного интимного опыта, само утверждение о том, что женщина должна служить мужчине, тупо выдает в нем довольно неразвитого духовно человека. Вместе с тем, как кришнаиты призывают относиться ко всем одинаково, потому что все живые существа являются равными по статусу духовными душами, женщина — это врата ада. У них есть аргумент, что так надо относиться только к тем, кто не достиг духовного просветления и отождествляет себя с полом. Но я не встречал ни одного кришнаита, который бы не отождествлял себя с биологическим полом. Они просто не способны на это. У них буквально вся система жиждется на том, что мальчик налево, а девочки направо. И как же в такой ситуации им всем достигнуть просветления и перестать отождествляться? А что будет с человеком, который уже не отождествляет себя с каким-то полом, вдруг придет в их секту? Его просто зачморят, как и в любых других религиях. Я как-то предположил, что раз все души духовные, и более того являются номинально женской энергией в духовном мире, по их философии, следовательно, теоретически у меня могли бы быть отношения и супружеские,
дружеские с Богом. Ну, там есть виды разных отношений, типа дружеские, служение, поклонение и так далее. Мужики всегда говорят, что у них дружеские, конечно же. Приятель, я сказал, я не гей. Но я вот так вот сказал. Не скажу, что я сделал это не специально, чтобы посмотреть на реакцию. Но вот один старший похихикал и спросил меня, а кем ты там будешь, мальчиком или девочкой в духовном мире? Мальчиком или девочком в духовном мире. Вот такой уровень у него. Ну, в принципе, как и у большинства. Шримад Бхагаватам 9.14.37. Женщины по природе своей коварны и безжалостны. Они не могут вынести малейшей обиды. Ради собственного удовольствия они готовы на любой грех, и поэтому иногда готовы убить даже любящего мужа или брата. Короче, студент Цел, который писал эти книжки, хочет еще раз погрузиться в свою гениальную мысль о том, что женщина готова кого-то там убить ради своей выгоды. Ведь я умный, красивый. Он, наверное, бы очень расстроился, если бы увидел статистику по преступлениям, совершенным женщинами и мужчинами. Дед тут соглашается и добавляет: царя Пурура очень влекло к Урваши. Но, несмотря на его верность, Урваши ушла от него, рассудив, что царь попусту тратит ценную человеческую жизнь. Она откровенно рассказывает ему о природе женщин. В отместку за ничтожную обиду, нанесенную мужем, женщина не только способна оставить его, но и, если нужно, убить. Что говорить о муже, если иногда женщина убивает даже своего брата. Такова женская природа. А поскольку мы живем в материальном мире, пока женщина не научится быть целомудренными и хранить верность мужьям, в обществе не может быть ни мира, ни процветания. Не могу поверить, что этому читал на серьезных щах. Святой макаронный монстр. Как стыдно-то. Вот пруфы, кстати, на полсекунды, не больше, потому что мне стыдно. Как я мог так ужасно выглядеть вообще? Да, мне именно поэтому стыдно. Видимо, у меня действительно был очень трудный период жизни. Кто в курсе истории про веселую семейную жизнь в Японии, я думаю, поймет, о чем я. Да, это единственное, в чем моя жена была права. Я в секте. Шримад Бхагаватам 9.14.38. Женщина слаба, и мужчине не составляет труда обольстить ее. Вот почему развращенные женщины отвергают заботу своих искренних доброжелателей ради сомнительной дружбы с глупцами. Так они беспрестанно ищут себе новых и новых друзей. Что мы, конечно же, осуждаем. Дед пишет: поскольку женщина слаба, и мужчина не составляет труда ее совратить, Ману Самхита утверждает, что женщине нельзя предоставлять свободу. Она всегда должна находиться под опекой отца, мужа или взрослого сына. Если женщинам позволить общаться с мужчинами на равных, на что они претендуют, это в скобочках было. Удивительно, да? Вот ведь посмели, скотины какие. Они не смогут блюсти себя. Как говорит Урваши, женщина по природе своей склонна заводить сомнительную дружбу то с одним мужчиной, то с другим. Даже если ради этого ей приходится расстаться со своим искренним благожелателем. А мне кажется, что человек, писавший это, лишен всякой логики. Если мужчине не составляет труда совратить женщину, то, может быть, свободу стоит ограничить мужчине, который пытается кого-то совратить? Не? В принципе, с этим дедом согласятся и в Иране, и в Пакистане, и в Афганистане. Но что-то кришнаиты туда не рвутся. Они говорят: ну, это написано было в то время для тех людей, ну, типа, люди сейчас не такие, поэтому не обязательно соблюдать. Ну, так а нахера это читать тогда и учить, если не собираетесь соблюдать? Реально нечем заняться? Времени свободного много, понимаю. Работать-то не надо, можно просто книжки втюхивать людям на улице. Потом за глаза называя их невежественными или карми. Да, вот еще комментарий деда к стиху из Бхагавад-гиты 1.40. Сам стих не особо интересный, поэтому не будем его читать. Если женщина прилежно совершает все религиозные обряды, она не станет изменять мужу. По словам Чанаки Пандита, женщины в большинстве своем не слишком разумны, и поэтому им нельзя доверять. Мамке своей, так скажи, Чанаки Пандит. Знаете, вот эти вот скрипоносцы любят сетовать, что, мол, сейчас такое время извращенное, женщины становятся сильнее, мужчины слабее. Так получается, дело не в природе. Получается, что среда формирует их. Алло. Похую. Сейчас я поясню в основном для них, если вдруг они нашли способ заходить на YouTube и даже разобрались, куда нажимать, чтобы видео начало проигрываться. Женщины ведут себя как женщины, потому что они так воспитаны. А также потому, что они воспитаны в среде, где все женщины ведут себя именно так. Если их воспитывать среди мужчин, они будут вести себя как мужчины. Так же, как если кота воспитывать среди попугаев, он будет прыгать. И это реально, есть такие видосы. Да, гормональная тема тоже имеет некоторое влияние на поведение человека, но не такое сильное, как вам может показаться. Если бы она имела такое влияние, то после климакса, по идее, что все женщины становятся мужчинами или что? Или не женщинами они становятся? Научных доказательств того, что женщин нужно воспитывать именно таким образом, а мужчин вот таким, нет. И не будет. Потому что это херь. Надеюсь, доперло. Хотя это же Иисус сказал: не мечите бисер перед свиньями. Ну извините, бисера просто много, я раньше увлекался плетением фенечек. Это же не мужское занятие. Надо производителям взять на заметку, чтобы каждый пакетик с бисером помечать наклейкой только для женщин. Общество начнет развиваться только тогда, когда поймет, что разница между мужчинами и женщинами минимальна. А общества, которые эту разницу множат и возводят в культ, могут только деградировать. Это и происходит с кришнаитами. Как сильно деградировал я в этой секте, я рассказал в своем другом видео. На самом деле я подорвался с утра с великим вдохновением конкретно тогда бить кришнаитов и их философию, но я поплатился своим пуканом, так как он сгорел. Чего не сделаешь ради искусства и ради вас, конечно же.
Шримад Бхагаватам 4.25.41. Нет, мы не закончили еще сидеть. Мой дорогой герой, кто в этом мире откажется от такого мужа, как ты? Ты так знаменит, щедр, красив и так легко мне достался. Ничего особенного в стихе, просто прочитал, чтобы порушить. Особенно тут комментарий индусского деда. Здесь нужно особенно подготовиться, чтобы ваш пукан не настигла та же участь, что и мой. Потому что я беспокоюсь о вас и о ваших пуканах. Каждый муж в глазах своей жены, безусловно, великий герой. Иными словами, когда женщина любит мужчину, он кажется ей очень красивым и щедрым. Чтобы посвятить мужчине свою жизнь, женщина должна считать его прекрасным. Мужа считают очень щедрым, потому что от него жена получает столько детей, сколько захочет. Все женщины любят детей, поэтому мужа, который способен удовлетворить сексуальные потребности своей жены и подарить ей детей, считают очень щедрым. Щедрость мужа проявляется не только в том, что он зачинает детей, он также дарит своей жене украшения и наряды, кормит ее и заботится о ней. Этим муж покоряет сердце своей женщины. Если жена довольна и счастлива в семейной жизни, очень-очень нудно, я понимаю, потерпите, она никогда не оставит своего мужа. Согласно Ману Самхите, чтобы жена всегда была довольна, муж должен дарить ей украшения, потому что женщины, как правило, очень привязаны к дому, украшениям, нарядам, детям и так далее. Таким образом, женщина становится центром всех материальных удовольствий. В этой связи следует обратить особое внимание на слово Мужчины славятся тем, что всегда осаждают красивых женщин, иногда они даже силой овладевают ими. Изнасилование запрещено законом, но на самом деле женщинам нравятся мужчины, которые могут их изнасиловать. Чего, блядь? Да, изнасилование запрещено законом. А хотелось бы по-другому, да? Ты пойман за руку, как дешевка. Да, действительно, этот дед ненавидит женщин. Ну, я не утверждаю, но я уверен. А свою жену он бросил с детьми только за то, что она купила чай. А он ей говорил не покупать. А она купила. А он ей говорил. Он же говорил ей. У них это называется принять саньясу. Значит, уйти в отречение. Как мы знаем, СНГ достаточно духовное пространство, поэтому большое количество мужчин уходит в отречение за хлебом, когда чувствуют, что они готовы. И вот этого деда они считают великим гуру, кланяются его статуе, которая выглядит крайне крипово, моют тут ноги этой статуи. Короче, вы поняли. Ну как можно считать святым человека, который пишет подобное? Да, это их самый святой артефакт. Если ты говоришь что-то нехорошее про него, то ты сразу не рукопожатный. Пожизненно. Посмотрите, как этот человек смешно пытается выгрузиться после того, как прочитал эти строки перед толпой кришнаитов. Женщинам нравятся мужчины, которые могут изнасиловать их. Ну, наверняка последняя фраза Шрилы Прабхупады этого комментария требует каких-то объяснений. Да? Я хотел попросить Махараджа, Сагару Махараджа, что-то сразу прокомментировать, объяснить, ну, чтобы было правильное понимание у людей. Имелось в виду не то, что мы понимаем под изнасилованием, а то, что мужчина настойчиво добивается женщины, и женщинам нравятся настойчивые мужчины, а не те, кто их насилует. Женщинам нравятся мужчины, которые могут изнасиловать их. А этот просто порофлил и дальше пошел. Но на самом деле женщинам нравятся мужчины, которые могут изнасиловать их. Жестко. Без сантиментов, оно такое. Шрила Прабхупада. Заканчивая период верный, да? Такой. Гвоздь на 250. Будут сочинять любые глубоко философские оправдания таким высказыванием, выкручиваться как ужи на сковородке, но никогда не признают, что это лютая сексистская дичь от старого индуса и не уберут это из книги. Никогда. Просто потому, что они не могут. Они не могут. Не всем женщинам нравятся плохие парни, это вкусовщина. И подобный стереотип появился, скорее всего, недавно на основе появления разнообразных фильмов с героями-плохишами. Кому-то нравится такое отношение к себе, это факт. Но это, как говорится, их личные половые трудности. Насчет тезиса о том, что все женщины любят детей, тоже можно поспорить. Я встречал немало женщин, которые их не любят. Любить детей иногда в принципе сложно. Особенно чужих. Особенно в комментариях под твоими видео. Одна начинающая кришнаитка, у которой все еще хорошо и радужно, потому что она находится на стадии предварительной обработки, которая может длиться годами, кстати, написала под предыдущим видео о кришнаитах кое-что. Она писала что-то вроде того, что на самом деле нет никаких запретов в секте, и что женщинам даже разрешается носить джинсы и короткие стрижки. Вот это достижение, конечно. Даже носить джинсы. Да мы все выдохнули за облегчение просто. Кришнаиты наконец-то добились того, что добились феминистские движения почти век назад. Писали мне также о том, что я обиделся, типа, как будто это что-то плохое. Ну, вас обижаться тоже, наверное, нельзя. Тут же, конечно, работает СНГ-менталитет, который запрещает чувствовать и рефлексировать. Вы, конечно, можете существовать в таком узком формате, но не надо его пихать нормальным людям. Вы не найдете много разоблачений на эту секту. Причина в том, что даже когда человек уходит из нее, у него остаются установки в голове. И, по сути, в молчании ими движет страх наказания свыше. В секте ходит куча баек про невежественных людей, которые посмели оскорбить преданных. Преданные — это вот последователей. И потом вот этих вот оскорбителей им было очень плохо, и их настигла кара Божья.
Какими бы милыми они вам ни казались, потому что кормят вас бесплатным хрючевом и улыбаются, не забывайте, что это секта. Секта есть секта. Если вам сложно в жизни и вам нужен совет или духовный наставник, что вообще странно в принципе, лучше обратитесь к чату GPT. А еще лучше DeepSeek. Там такие рофлы в самом деле. Вообще в последнее время эта секта стремится выглядеть модно, молодежно, современно, но ввиду отсутствия вкуса и понимания того, что вообще в мире происходит, и не вдупления того, что на дворе 21 век, а не 6, выходит довольно скверно. Но не будем их осуждать. Они хотя бы стараются вылезти из своего маленького мирка, в котором они такие просветленные и умные. Однако любой человек волен верить в сказки и надеяться на чудо. Продолжайте. Это все на этот раз. Если меня снова разбомбит рандомно, неожиданно на эту тему, сниму еще. Это все. Пока. Чуть не забыл.